Близнецы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня посмотрим ваш второй прогноз на апрель 2024 года. Будем совместно планировать месяц, анализировать, какие события произойдут, на что нужно обратить особое внимание, ну и в целом, как пройдет этот период. Поэтому давайте с вами приступим. Настраивайтесь на позитив. И проанализируем череду предстоящих событий. Основные энергии месяца: работа, финансы, здоровье, личная жизнь, а также рекомендации от карт. Арканы перед вами, поэтому мы с вами приступим. Основные энергии месяца. У вас здесь ложится семерка жезлов. Аркан борьбы, отстаивание личных границ, карта противостояния. То есть месяц будет наполнен желанием бороться за свое. То, чего хотите достичь, то, чего хотите добиться, отстаивать свой авторитет, свое мнение. Ну и в принципе, знаете, как может быть у кого-то даже закрыться от взаимодействия с ненужными для вас людьми. Поскольку карта многогранная, конечно же, она у вас может отозваться в любой сфере, в любой нише. Мы с вами откроем. И как мы видим, здесь у вас ложится шестерка жезлов, аркан, который говорит о победе, о достижении, о целях, о ресурсах. Во-первых, у некоторых из вас это может быть победа в соревнованиях, конкурсы, мастер-классы, то есть где вам нужно показать свою силу, свой талант, свое мастерство, и в этом вы можете преуспеть. Опять же, преодоление каких-либо проблем, связанных с поездкой, с переездом, сменой места жительства. У кого-то может быть просто трудности в плане организации командировки или какого-то путешествия. То есть решить для себя эти тягостные вопросы. Опять же, эта связка карт указывает на ситуацию, что если имели место быть проблемы с покупкой, продажей автомобиля или, может быть, его ремонтом, то устранить для себя эти неурядицы. То, что касается вопросов работы. У вас здесь ложится король жезлов. Это аркан человека инициативного, активного, с лидерскими позициями, харизматичного. Конечно же, карта показывает, что может идти влияние такового человека на вашу деятельность, но помимо всего прочего, эти энергии могут проснуться в вас самих. То есть, знаете, такая окрыленность, куча планов, мотивации, когда вот это вот, знаете, как внутренний огонь у вас горит и не сгорает. То есть желание развиваться, что-то делать, к чему-то стремиться, менять. То есть это все идет для вас в плюс. Конечно же, кто-то из вас работает, кто-то нет. У кого-то вообще свой бизнес. Поэтому давайте анализировать, как будет звучать этот месяц для каждого из вас. Для тех, кто не работает и работать не может, здесь у нас ложится паж чаш. Но в любом случае это, знаете, как жить в свое удовольствие, наслаждаться процессом. Возможно, творчеством, потому что даже дно колоды у вас двойка жезлов. Аркан, который говорит о том, что вы будете для себя искать отдушину, мотивацию. Даже не сколько ради заработка, а чтобы получать удовольствие от процесса, найти в чем-то реализацию. Для тех же, кто является соискателем, то король жезлов и отшельник в положительном ключе для вас могут говорить о том, что вы можете найти нишу, в которой вы будете реализованы сами. То есть это вы не будете наемным сотрудником. Ну, к примеру, оказывать какие-либо услуги, консультативную деятельность или, может быть, продавать какие-то товары. Но это работать самостоятельно. То есть появятся силы и мотивации, возможность открыть какое-то свое дело. Для тех же, кто является наемным сотрудником, король жезлов и рыцарь монет – это ситуация стабильности. Здесь нет какой-то суперактивности или прорыва. Здесь больше, знаете, активность, направленная на какие-то маленькие, незначительные шажочки, но с целью получить потом продвижение по карьерной лестнице. Потому что даже рыцарь мечей – это, вы знаете, как создавать себе почву, базу для того, чтобы потом оказаться в нужное время, в нужном месте. Потому что рыцарь мечей – это аргументировать вашу позицию, вашу точку зрения, ну и как следствие довести ситуацию до логического завершения. Если смотреть эти арканы для тех, кто владеет собственным делом, то король жезлов и двойка монет всегда говорят о следующем. Во-первых, у вас может быть новое направление,
То есть вы можете для себя открыть какую-то новую нишу или, допустим, в рамках вашего, так сказать, предприятия, вашей деятельности может быть новая ветка товаров или услуг, а кто-то может просто из вас инвестировать в новое и, как следствие, пытаться балансировать, совмещать вот эти два направления. Относительно финансовой стороны вопроса, здесь у нас ложится аркан Жрица. С одной стороны, это прекрасный аркан, хоть он сам по себе не является картой материального, жрица это больше как скрывать свои доходы, не показывать. То есть даже если вы работаете официально, это просто, знаете, как не озвучивать, не нести в массы, какой у вас уровень достатка. Но мы с вами сейчас раскроем эту карту, посмотрим, что здесь по факту. И у нас здесь ложится королева мечей в связке со жрицей. Это попытки, ну уж простите, в чем-то у кого-то это как либо выбить дополнительные субсидии, дотации, социальный пакет или, может быть, грант от государства на развитие, у каждого по-разному. А у кого-то в прямом смысле слова, как, может быть, обойти что-то где-то по букве закона для того, чтобы платить меньше. Сама же по себе карта жрицы – это ситуация, когда у вас доходы равны расходам, то есть ситуация баланса. Двойка – это всегда стабильность, есть на что опереться. Поэтому и здесь финансовая составляющая у вас тоже будет прекрасной. Вопросы здоровья. А вот здесь аркан оставляет желать лучшего, потому что у вас на повестке дня пятерка мечей. Пятерка мечей вас призывает обратить свое внимание на иммунитет. И если мы будем смотреть вот на текущее положение вещей, это все, что связано с сосудами. В особенности, кто подвержен или страдает вопросами гипертонии, или если у вас имели место быть в прошлом инсульты или инфаркты. Почему? Потому что может быть риск гипертонического криза. Для всех остальных это просто быть внимательным к своему состоянию, своему самочувствию, и если есть какие-то недомогания, не делать что-либо через силу. Ну, к примеру, вы планомерно занимаетесь тренировками. Сегодня ощущаете, что есть какое-то, может быть, в чем-то легкое недомогание. Вы такие, все равно пойду на тренировку, там все стабилизируется, развеется, будет классно. Но после тренировки вы только получаете ухудшение. Поэтому здесь прислушиваться к своему организму и не перенагружать его в тех моментах, где этого делать не стоит. А мы с вами смотрим вопросы личной жизни. И здесь у нас ложится тройка мечей. Так, анализируем и раскрываем, почему такое происходит, по какой причине. Потому что тройка мечей, как вам могут разбить сердце, так и вы можете кому-то разбить сердце. Поэтому будем смотреть сейчас, что здесь по факту. Для тех, кто у нас на данном этапе свободен, то здесь, как мы видим, тройка мечей, четверка мечей – это ситуация израненного сердца, потому что как застой по личной жизни. И вас это действительно тяготит, триггерит. У вас это, знаете, как головная боль. Потому что хочется не просто каких-то одноразовых связей, а стабильных отношений, долгосрочных отношений. Но проблема в том, что не появляются на горизонте пока те кандидаты или кандидатки, которые бы соответствовали каким-то вашим требованиям. Или, знаете, чтобы была, так сказать, искра, чтобы было желание эти отношения с кем-то строить. И это ситуация, когда вы циклитесь на этом. Потому что данная связка арканов указывает на тот факт, что вас это триггерит, вас это якорит. Вы не можете отпустить эту мысль, эту ситуацию. Это постоянное самокопание, самоанализ, что не так, почему, как это исправить, как изменить. И вот здесь... естественно, советовать можно все, что угодно. Я думаю, если вы смотрите видео, то наверняка вы уже или задумывались над тем, чтобы обратиться к психологу, проработать какие-то внутренние блоки. Потому что эта ситуация вас, по сути, съедает изнутри. У тех, у кого на текущем этапе любовный треугольник, то тройка мечей, карта сила. Это находиться в этих отношениях. Тут пока нет разрыва, нет структуры. Но видите, тут лев в каком состоянии, в таком плачущем, ищет поддержки. Это непонимание, как вам быть в этой ситуации. Потому что сама ситуация треугольника вас не устраивает, вам не нравится. Но и изменить вы пока ничего не можете, не готовы. Для тех, кто в стабильных союзах. Тройка монет, тройка мечей и туз монет, прошу прощения. Эти арканы говорят о следующем. Во-первых, здесь могут быть конфликтные ситуации по поводу финансовой стороны вопроса, относительно там распределения, покупок или просто какие-то финансовые притязания друг к другу, которые, так сказать, могут подпортить отношения и текущее положение вещей. Но еще сейчас хочу уточнить, дополнить, о чем здесь идет аркан. Карта Маг говорит о следующем, что у кого-то может возникнуть действительно на повестке дня
новое увлечение, потому что здесь, как мы видим, да, это вот как тяга в новое. И будьте бдительны. У тех, кто в отношениях, в особенности, если вы заметите прям резкое, кардинальное охлаждение в союзе, вот на ровной почве конфликты ни о чем, то есть смысл призадуматься, нет ли здесь воздействия на вашу пару, потому что есть такая вероятность. Мы смотрим советы и рекомендации от карт. И здесь у нас ложится 8 чаш. 8 чаш – это желание уйти от эмоциональных качелей, эмоциональных переживаний, от того, что, так сказать, не устраивает на текущий момент, найти какую-то отдушину, воодушевление, в особенности по причине и вопросов личной жизни, и, как мы видим, у кого-то по причине состояния здоровья. Поэтому здесь 8 чаш не просто так изображена эта девушка на фоне лона природы, цветов, пусть и фантазийных, но тем не менее, да, и на фоне воды. То есть больше единения с природой, больше времени проводить у водоемов. Если нет водоемов, возможно, у кого-то посещать бассейн. Потому что вот и энергия воды, и сама ситуация единения с окружающей средой, там деревья, цветы, травы, животные, очень благоприятно будут на вас влиять и снимать вот эти и энергетические блоки, и эмоциональные блоки, которые имеют место быть. Ну и, конечно же, в какой-то степени лечить энергетически с точки зрения состояния здоровья. А мы сейчас посмотрим на неожиданность периода, какова здесь будет ситуация. Интересная у вас такая выпала триада. Почему интересная? Потому что она фактически вторит основной нити, которая у вас идет по раскладу Таро. Потому что здесь падает карта безопасность, любовь и зависимость. Вот вы себя безопасно ощущаете только когда вы в отношениях, когда вы любите и любимы. И хоть для вас это является созависимостью, почему? Потому что в отношениях вы готовы больше отдавать, нежели брать взамен. Но без любви вы не можете, то есть не в состоянии, потому что для вас это мотивация, это, знаете, как такая жизнеутверждающая сила, которая вам дает возможность жить, творить, любить, двигаться дальше, ради чего, по сути, вы встаете и живете, да, вот вы не можете без любви. Вам крайне важно кого-то любить, о ком-то заботиться, давать это внимание. Так вот, безопасность, любовь и зависимость, как бы сейчас это ни прозвучало, начните с любви к себе. То есть полюбите себя, заботьтесь о себе, балуйте себя. То есть если не делает этого кто-то другой, если, допустим, у кого-то сейчас свободен, нет отношений, или там треугольник, и партнер или партнерша не могут решиться на какие-то действия, или вы не получаете отдачи в союзе, начните баловать себя, начните заботиться о себе, и вы посмотрите, как поменяется отношение вашего окружения к вам. Более того, как вы можете притянуть эту любовь и отношения в вашу жизнь. Поэтому действуйте, все в ваших руках, а мы, соответственно, закроем арканы таковым образом, чтобы эта любовь в вашей жизни появилась. Так, сейчас будем закрывать. Вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как отозвется информация, как она для вас отыграется. Ну и, в принципе, что за этот период времени у вас произойдет. Буду вам признательна за коммуникацию, за обратную связь, так сказать, за поддержку и вклад в развитие канала. Благодарю за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.